Как превратить бесполезное пространство в самый функциональный уголок дома? Ответ предлагает компания Smart Storage, превратившая простую лестницу в многоуровневую систему хранения. Каждая ступень скрывает выдвижной ящик, способный выдерживать до 77 фунтов нагрузки. Под самой лестницей появляется полноценный шкаф с секциями для длинной одежды, обуви, техники или сезонных вещей. Все это создается за один день. Мастера приезжают, замеряют, и уже вечером владелец получает в распоряжение аккуратную и прочную встроенную мебель. Оформление может быть любым, от строгого минимализма до деревенского лофта. Компания не ограничивает ни стилем, ни цветом. Единственное, что действительно важно, это фантазия заказчика. Прочные направляющие, усиленные конструкции, точная подгонка к каждому миллиметру лестницы. Эта идея уже стала хитом у владельцев двухэтажных домов, особенно в условиях, когда важен каждый дюйм полезного пространства. И нет, конструкция не шатается, не провисает и не требует сложного обслуживания. Есть только один нюанс. После установки такой системы гости начинают подозревать, что весь дом наполнен тайными отсеками. Ты разжег печь, но вместо уюта получил клубы дыма в комнате? Такое бывает часто. И решение оказалось до смешного простым. Дымоходный бустер. Это компактное устройство с вентилятором монтируется прямо на дымоход и принудительно вытягивает воздух, создавая идеальные условия для горения. Вместо того, чтобы открывать окна или размахивать полотенцем, ты просто нажимаешь кнопку на пульте. Воздух поступает, пламя стабилизируется, а дым исчезает. Монтаж не требует вызова мастера. Вентилятор крепится к кирпичному или металлическому дымоходу диаметром до 8,5 дюймов, подключается к сети, и все готово. Даже при отключении электричества устройство не блокирует отток дыма. Оно работает как обычный проход. Эта маленькая штука спасает от множества неудобств и делает печное отопление по-настоящему комфортным. А теперь представь, что все это можно объединить с другим компактным решением, которое влезает в чемодан. Да, это не шутка. Настоящий кондиционер, который ты можешь взять с собой. Компания Midea выпустила портативную климатическую установку весом около 73 фунтов. Она подключается за пару минут, управляется со смартфона, голосом и даже самостоятельно регулирует температуру. Главное отличие – один шланг, который и втягивает, и выводит воздух. Благодаря этому устройство работает почти в 2 раза эффективнее аналогов, а уровень шума всего 42 дБ. Он не настолько мобильный, чтобы носить за плечами, но идеально подходит для тех, кто хочет прохладу в любой комнате, без установки сложных систем. А теперь представь, что такой же эффект можно получить на улице, без проводов и розеток. С первого взгляда и обычный уличный зонт, но стоит присмотреться, и становится понятно, почему он стоит от 12 до 17 сотен долларов. Устойчивое основание, которое можно заполнить водой или песком. Алюминиевый каркас, стойкий к коррозии и повреждениям. Купол из акриловой ткани, не выгорающий на солнце. Но главное – механика. Купол вращается на 360 градусов и регулируется по наклону, чтобы создать идеальную тень в любое время дня. У продвинутых моделей есть подсветка, а открытие-закрытие выполняется без усилий. Этот зонт не нужно вкапывать, монтировать или обслуживать. Он просто работает. А выглядит как элемент роскошного отеля. Именно под таким зонтом идеально разместится один маленький, но очень уютный дом. Компания Arctic предлагает то, что мечтал бы иметь каждый любитель гриля. Закрытое и теплое пространство для барбекю. В центре будет встроенный гриль. По кругу-то стол и сиденье для гостей. Домики создаются из скандинавской древесины, устойчивой к влаге, морозам и перепадам температуры. Размеры варьируются от 7 до 24 квадратных метров. Есть варианты для пары человек и для настоящих вечеринок. Внутри тепло и сухо, даже если снаружи дождь, ветер или снег. Ну а если вам нравятся такие удивительные изобретения, как наш портативный кондиционер и стильный зонт, возможно, стоит задуматься о том, чтобы поддержать наш проект. Каждый ваш донат – это как добавленная чаша угля к нашему грилю. Он помогает нам разгораться и создавать еще больше интересного контента. Ссылка в описании или QR-код на экране. Ждем вас в нашем уютном мире технологий. Производитель настолько уверен в качестве, что дает 10-летнюю гарантию. Это не просто беседка. Это полноценное уличное помещение для любого сезона. А самое интересное начинается, когда в этом домике появляется технология, которая делает стены исчезающими. Представь, ты заходишь в комнату, а через 20 минут перед тобой полностью новая конфигурация пространства. Без шума, грязи и демонтажа. Все благодаря системе модульных перегородок от компании Terrell Plus. Это не кирпич, не бетон, а легкие гипсокартонные модули с особой системой крепления. Один человек собирает перегородку за считанные минуты, а если нужны большие панели, справятся вдвоем. Монтаж не требует профессиональных инструментов. Просто поднимаешь модуль, соединяешь его с другим, и все, стена готова. Хоть для гардеробной, хоть для рабочего кабинета, хоть для детской зоны.
Модули легко демонтируются и переносятся, даже в одиночку. В отличие от традиционных перегородок, эти конструкции весят гораздо меньше, не создают пыль и могут быть переустановлены в любую другую часть дома. Да, они не для уличного использования и не выдержат ударов, как бетон, но выполняют свою задачу идеально, делят пространство, экономят место и дают свободу передвижения. А самое интересное, после перегородок приходит время мебели, которая сама по себе существует как конструктор. Компания Exposit создала то, что может менять интерьер хоть каждый день. Это система модульной мебели, где каждый элемент самодостаточен. Несколько полок, стенки, соединительные панели – все выполнено из экологичной деревянной фанеры без формальдегидов. Все легко сочетается, настраивается и дополняется. Модули можно штабелировать, использовать по отдельности или комбинировать в полноценные стеллажи, комоды, скамейки или рабочие зоны. Простая система креплений позволяет менять конфигурацию за пару минут. Больше не нужно покупать отдельную мебель для каждой комнаты. Все можно адаптировать под текущие нужды. Ты можешь собрать рабочее место, а завтра переделать его в детскую игровую. Или устроить стенку хранения в прихожей, а потом превратить ее в тумбу под телевизор. Но по-настоящему удивительное начинается, когда эта гибкость касается самой крыши над головой. Компактное патио становится полноценной комнатой под открытым небом. Компания Austin TX разработала крышу, которая складывается и разворачивается за секунды. В солнечный день ты нажимаешь кнопку, и крыша исчезает, открывая доступ к солнцу. Пошел дождь, еще одно нажатие, и ты снова в уютной тени. Система управляется дистанционно. К ней можно подключить шторы, жалюзи, инфракрасные обогреватели и даже освещение. Производитель предлагает разные стили оформления, от лаконичного минимализма до премиум отделки. Установка возможна в любом дворике или на террасе. И все это без необходимости вставать с кресла. Крыша, окна, двери, свет и тепло. Все управляется одной кнопкой. А теперь представь, если и внутри дома все, что нужно для работы, может исчезнуть по такому же принципу. Кажется, это обычный стол. Но стоит нажать кнопку, и оттуда плавно выдвигается монитор. За ним появляется клавиатура. Все встроено, все скрыто, все готово к работе. Компания Element One разработала стол, в котором каждый элемент прячется внутри, экономя пространство и создавая абсолютный порядок. Когда техника не нужна, клавиатура плавно опускается вниз, накрывается экраном и все исчезает. Благодаря шаговому мотору процесс проходит бесшумно. Сам стол можно использовать как обычную мебель. Чистую, без проводов, без визуального шума. Это решение идеально для тех, кто работает дома, но не хочет, чтобы каждый день напоминал о работе. Утром там рабочая станция, вечером там чистая поверхность без лишнего. А что если подобным образом можно преобразить и саму кухню? Компания Naomi предлагает систему подвесных шкафов Encanto, которые двигаются, причем не только вбок, но и вверх-вниз. Первый тип шкафов опускается вниз, облегчая доступ к верхним полкам. Второй выдвигается вверх из нижней части кухни, открывая доступ к спрятанным нишам. Шкафы выдерживают от 46 до 57 фунтов нагрузки, работают на магнитном двигателе, почти бесшумны и рассчитаны на более чем 20 тысяч циклов до износа. Полки можно переставлять, комбинировать, адаптировать под любые нужды. Все это в одном кухонном корпусе. Теперь ты не тянешься на носочках за нужной банкой. Все само приходит к тебе. Кухня становится не просто удобной, а умной, реагирующей на твои потребности. А если тебе кажется, что это верх эргономики, подожди, пока мы перейдем к следующей детали, которая изменит ванную комнату навсегда. Одна из самых недооцененных зон в доме – ванная комната. Особенно, когда речь идет о безопасности. Компания Smart предложила гениально простое решение – перекладина с двумя держателями, которые крепятся к стенам без сверления, пыли и инструментов. Между ними устанавливается рукоятка с нескользящей поверхностью и мягкими накладками. Такой поручень идеально подходит детям, пожилым людям или тем, кто восстанавливается после травм. Устройство антикоррозийное, устойчиво к влажности и, главное, снимается так же легко, как ставится. Родители могут использовать перекладину как дополнительную точку опоры для ребенка в ванной, а пожилые члены семьи – как элемент опоры при подъеме и спуске в душевую кабину. Маленькое решение, большой вклад в безопасность. Но как насчет устройства, которое сделает кухню чище? Навсегда? Компания InSync Aerator предлагает решение, о котором мечтает каждый, кто хотя бы раз боролся с засоренной раковиной. Это измельчитель пищевых отходов, устанавливаемый прямо под мойкой. Внутри аэроиндукционный двигатель, который буквально стирает в пыль любые органические остатки, кожуру, кости, овощные очистки. Отходы смываются водой прямо в слив, не оседая в трубах. Это снижает риск засоров до минимума, экономит на вызове сантехника и избавляет от неприятного запаха. Устройство потребляет всего 3-4 кВт-часа в год и требует лишь минимального обслуживания. Вода – основной компонент системы, но расход невелик, всего около 3 литров в день. А взамен – идеально чистая мойка и полное отсутствие мусора под раковиной. Это лишь прелюдия к устройству, которое не просто чистит, а буквально
охлаждает воздух вокруг. Компания Turb разработала устройство, которое освежает двор или террасу так, как будто там включили невидимый кондиционер. Принцип прост. Внутри вентилятор и система водного распыления. Ты подключаешь его к шлангу, и в течение 9 часов устройство разбрызгивает мельчайшие частицы воды, охлаждая воздух вокруг. Если нет доступа к воде, работает резервуар объемом около 3 галлонов. Даже без воды устройство работает как обычный вентилятор почти 50 часов. Это решение идеально подходит для пикников, барбекю, уличных вечеринок или просто отдыха в шезлонге. Крупные капли не попадают на кожу, остается только приятная прохлада. Все это работает от встроенной батареи, заряжается за несколько часов и может использоваться повторно день за днем. Ощущение прохлады без розетки и проводов. Но следующее устройство делает нечто еще более визуально завораживающее, с настоящим огнем внутри стеклянной капсулы. Компания Akus предложила камин, который буквально висит в воздухе. Вместо массивной конструкции на полу тонкая труба, а внизу стеклянная сфера с пламенем внутри. Камин не имеет открытого огня, работает на безопасном топливе и при этом создает потрясающий визуальный эффект. Корпус выполнен преимущественно из закаленного стекла. Он надежно защищает от случайного прикосновения, но дает полную визуальную открытость. Диаметр конструкции около 25 дюймов, и она занимает минимум места. Этот камин не столько источник тепла, сколько элемент уюта и эстетики. Он одинаково хорошо смотрится в гостиной, спальне или даже на веранде. Монтаж подвесной, то есть вся система буквально висит в воздухе. Стоимость устройства почти $20 тысяч, но за эту сумму ты получаешь настоящий арт-объект в интерьере. А теперь представь технологию, где кинотеатр разворачивается из дивана. Компания NEN создала домашний кинотеатр, который начинается с нажатия кнопки. Из корпуса мебели начинают одновременно выезжать экран и проектор. Процесс занимает секунды, и на глазах перед тобой появляется полноценный кинотеатр. Система скрыта внутри стола, тумбы или даже дивана. Все продумано до мелочей. Проводка, механика, защита от пыли и перегрева. Комплекты бывают разных цветов, размеров и материалов. Важно, какой стиль интерьера ты предпочитаешь, компания найдет подходящее решение. Пульт, приложение или голосовой помощник выбираешь сам, как включать свое личное кино. Не нужно искать пульт, не нужно натягивать простыню на стену, все готово, просто садись и смотри. И если тебе кажется, что это предел, подожди, пока ты увидишь, как можно греться под открытым небом, даже в шторм. На первый взгляд, это просто фонарь или элемент уличного дизайна. Но стоит подойти ближе, и становится понятно, перед тобой настоящий обогреватель, работающий на пропане. Устройство от компании New Garden выглядит как элемент современного искусства, а внутри зона обогрева радиусом до 15 футов. Пламя защищено стальной решеткой, что делает его безопасным даже при сильном ветре. Вес конструкции 48 фунтов, поэтому случайно уронить ее практически невозможно. Но если уж такое произойдет, подача топлива сразу перекрывается автоматически. Корпус выполнен из антикоррозийного алюминия, что гарантирует долгий срок службы даже при установке на открытые площадки. Такой обогреватель можно оставить на весь сезон. Он переживет дождь, ветер и даже снег. Стоит он $233, но ты платишь не просто за тепло, ты платишь за уют, который не испортит даже осенний ливень. А что если добавить к этому зонт не простой, а с полной системой управления? Это не просто зонт, это почти крыша с интеллектом. Основание заполняется песком или водой, что делает конструкцию сверхустойчивой, а сам купол вращается на 360 градусов. Он регулируется по наклону, обеспечивая тень в любое время дня. Изготовлен зонт из акриловой ткани с высокой стойкостью к выгоранию и алюминиевого каркаса, устойчивого к ржавчине и деформациям. Некоторые модели снабжены встроенной подсветкой. Вечерняя атмосфера создается буквально нажатием кнопки. Производитель предусмотрел простейшее управление одной рукой. Все крутится, складывается и фиксируется без усилий. Стоимость от $12 до 17 за самую умную версию. Этот зонт можно собрать за минуты, без лишних инструментов и креплений. Но настоящая магия начинается, когда в зоне его тени устанавливают душ, которому не нужен ни газ, ни электричество. Компания Matrix пошла по простому, но гениальному пути. Создала уличный душ, который нагревает воду только за счет солнечных лучей. Никаких панелей, проводов, электроники. Все основано на трубках, по которым циркулирует вода. Разогрев происходит за счет солнечного света, а бак способен накапливать от 5 до 10 галлонов. Устройства различаются по форме, высоте, объему и даже по цвету. Каждый может выбрать свой вариант. Есть модели с давлением до 8 бар, а есть простые решения для мягкого полива. Такой душ можно поставить на даче, возле бассейна или просто в саду. Он идеально подойдет для летнего душа после работы на участке или перед тем, как нырнуть в бассейн. А самое приятное, даже в пасмурную погоду система работает.
Во время тестов внутри теплообменника достигалось до 176 градусов по Фаренгейту, когда на улице было всего около 40. После такого душа остается только отдохнуть на чем-то, что легко надуть, и не хочется выпускать из рук. Софа от компании Ро — это универсальный мебельный трансформер, который можно надуть за 3-4 минуты. При этом он достаточно устойчивый, чтобы использовать как кровать, диван, лежак на улице и даже как плот на воде. Изготавливается из полиэстера и ПВХ с многоточечным усилением. Это значит, что он выдержит не только взрослого человека, но и всю семью. Вес конструкции минимален, а в сложенном состоянии он помещается в обычный багажник. Соединяя различные элементы, ты можешь превращать его из дивана в кровать или надувное кресло. Отличный вариант для дачи, пикника или заднего двора. Он легко моется, не боится воды и солнца и стоит совсем недорого для такой многофункциональности. Но самый поразительный эффект возникает, когда ты ставишь рядом устройство, способное нагревать воду без капли топлива. Компания SoriKit предложила инновационный способ подогрева воды без электричества. Все, что нужно — солнечный свет. Конструкция напоминает пирамиду, внутри которой расположен теплообменник. Вода циркулирует по трубкам, нагревается на солнце и возвращается обратно в бассейн или резервуар. Это не просто идея, а рабочее устройство, которое доказало свою эффективность. Во время испытаний внутри конструкции температура достигала 176 градусов по Фаренгейту при температуре воздуха всего около 40. Устройство выглядит аккуратно, не портит экстерьер и может использоваться даже в регионах с умеренным солнцем. В отличие от традиционных солнечных систем, оно не требует панелей и легко подключается. Идеально для обогрева бассейна, летнего душа или даже системы теплых полов в небольших постройках. Все просто, надежно и автономно. Впервые ты видишь мебель, из которой появляется экран. Компания NEN разработала модуль, который совмещает в себе тумбу, систему хранения и мультимедийный центр. Все активируется нажатием кнопки. Из внешнеобычного корпуса выдвигается экран, за ним появляется проектор и начинается полноценный домашний кинотеатр. Все работает автоматически, никакого ручного вмешательства. Комплекты бывают разной конфигурации, с корпусами из дерева, пластика, алюминия, оформленные в стилистике от минимализма до ретро. Управление через смартфон, пульт или голос. Ты сидишь на диване, нажимаешь кнопку, и перед тобой появляется кинотеатр с экраном в 6 футов шириной. А через минуту все исчезает, оставляя только гладкую поверхность тумбы. Это не просто решение для экономии места. Это настоящее шоу внутри дома. Если мы прячем экран, что если можно спрятать и целую комнату? Компания Terrell разработала систему, благодаря которой можно создать помещение за считанные минуты, буквально в любом уголке дома. Конструкция состоит из легких гипсокартонных панелей и соединительных креплений. Все собирается вручную, не требуя инструментов, шума и пыли. Комната может быть маленькой, вроде кабинки для звонков или мини-офиса, а может занимать всю часть чердака или подвала. Панели устойчивы, безопасны, их легко перекрасить или заменить. Главное — это гибкость. Ты можешь за день превратить угловую часть гостиной в тихий кабинет, а через неделю разобрать все обратно. Отличное решение для арендаторов, семей с детьми и тех, кто любит перемены. Когда стена становится дверью, возникает вопрос: а что если такая трансформация возможна даже у окон? Система Illroll — это не просто жалюзи. Это автоматическая занавеска, способная выдерживать не только солнечный свет, но и удар мячом для гольфа. Занавески сворачиваются и разворачиваются по команде, с пульта, голосом или по таймеру. Материалы на выбор. От ПВХ с полиэстером до акриловых волокон с виниловым покрытием. Все они устойчивы к влаге, солнцу и механическим повреждениям. Есть модели, которые идеально подходят для улицы. Их можно установить на террасу, веранду или у бассейна. Если по каким-то причинам нужно управление вручную, такая возможность тоже есть. Но основной фокус в автоматике — полная конфиденциальность, точный контроль света и атмосфера, будто из футуристического фильма. И все это легко сочетается с решением, которое делает интерьер не просто красивым, а дышащим. Ты замечаешь, как в помещении становится душно. Компания Midea решила эту проблему радикально, создав мобильный кондиционер, который охлаждает в 2 раза быстрее обычного. В отличие от традиционных моделей, этот блок втягивает и выпускает воздух по одному каналу, что сильно увеличивает КПД. Он весит около 73 фунтов, но легко перекатывается на колесиках. Управляется с телефона, голосом или вручную. Уровень шума минимальный, около 42 дБ. В комплекте 2 комплекта шлангов, адаптеры для окон и пульт. Одна установка, и ты получаешь идеальный климат в любой комнате. Устройство отлично подходит и для спальни, и для кухни, и даже для офиса. Все, что тебе нужно — розетка и немного пространства. А теперь представь, что воздух может быть не просто прохладным, но и ароматным. Финальная идея не самая большая по габаритам, но одна из самых приятных. Компактный увлажнитель и аромадиффузор в одном флаконе.
Устройство создает тонкую водяную взвесь, улучшая влажность воздуха и одновременно насыщает его эфирными маслами. Работает бесшумно. Заряда хватает на целый день, объем резервуара около 1 литра. Возможно, настройка интенсивности, таймер и даже ночная подсветка. Внутри. Система очистки, предотвращающая образование накипи и неприятных запахов. Отлично подойдет как для спальни, так и для гостиной или рабочего кабинета. Особенно в зимний период, когда воздух сухой, а иммунитет на грани. Маленькая деталь, которая меняет атмосферу целого дома. Именно из таких вещей и складывается пространство, в которое хочется возвращаться. Иногда кухня занимает слишком много пространства, особенно если речь идет о малогабаритных квартирах, студиях или дачных домиках. Компания Naume предложила решение, которое буквально прячет кухонную технику и зоны хранения внутри стильного шкафа. Система трансформируемой кухни включает в себя выдвижные столешницы, складные дверцы, скрытые варочные панели и даже встроенные мойки, которые полностью исчезают за гладкой дверцей. Все это не просто мебель, а сложная механика, рассчитанная на тысячи циклов открытий и закрытий. Некоторые модели оборудованы электрическими подъемниками, позволяющими регулировать высоту рабочей зоны, например, если в семье есть дети или пожилые. Внешне такая кухня может выглядеть как минималистичный шкаф или тумба, но внутри полноценный функционал, включая варку, мойку и хранение. Это решение идеально для тех, кто не хочет видеть кухню весь день, но в нужный момент получить максимум удобства. И вот когда кухня умеет прятаться, возникает вопрос, а можно ли спрятать и рабочую технику? Компания Element One вернулась в наш список, но на этот раз с другим типом инженерной магии. Это не просто стол с выдвижным монитором, это система для полной интеграции техники в поверхность стола. По нажатию кнопки экран выдвигается на тихом шаговом двигателе, а за ним появляется клавиатура и тачпад. Все подключается автоматически, не нужно ни одного провода на поверхности. Когда работа завершена, вся техника исчезает обратно внутрь, а крышка мягко опускается, превращая поверхность снова в обычный стол. Отличное решение для переговорных, коворкингов или домашнего кабинета. Стол помогает сохранить эстетичный вид комнаты, даже если ты работаешь с техникой каждый день. Тонкий профиль, немецкая точность сборки, бесшумный ход и долговечность конструкции делают это не просто удобной мебелью, а полноценной технологией для умного дома. В тысячах домах по всему миру уже установлены кухни будущего, оснащенные автоматическими модулями, которые полностью изменяют процесс готовки и уборки. В то время как традиционные кухни требуют значительных временных затрат и физической работы, новые технологии позволяют фактически начать готовить просто по команде. В 2023 году внедрение искусственного интеллекта в кухонные системы стало нормой в домах с высокими технологиями. В то время как большинство людей еще полагаются на старые методы, на ярмарке технологий для дома, проходившей в Сан-Франциско, была представлена кухня, которая могла не только готовить, но и убирать за собой. Кухонные модули, встроенные в стены и столешницы, были практически незаметны до момента активации. С помощью голосовых команд пользователь мог получить готовое блюдо всего за несколько минут. Шеф-повар, зашедший на сцену, продемонстрировал, как он запросил любимое блюдо, и через считанные секунды система начала готовку. Ингредиенты автоматом поступали из холодильника, который сам же отслеживал запасы и заказывал недостающие продукты. Внедрение таких технологий также означало, что пользователи могли индивидуально настраивать свои кухонные модули. Каждый член семьи имел возможность создать собственный профиль, где записывались предпочтения в еде, аллергии и даже расписание. Таким образом, система могла заранее подготовить обед к моменту прихода домой. В одном из домов, где уже установлены подобные технологии, хозяева отметили, что им удается экономить до 30% времени на готовку и уборку, что значительно увеличивает время, проведенное с семьей. Некоторые модули включают скрытые устройства для уборки. Например, роботизированные системы, которые, не привлекая внимания, могут чистить поверхности и мыть полы. Работая в тесном сотрудничестве с основными кухонными приборами, такие устройства могут начинать уборку в любое время, не дожидаясь, когда кто-то вернется домой. В то время как хозяйка готовит ужин, уборка происходит незаметно в другом углу комнаты. Пока одни люди наслаждаются преимуществами кухонь будущего, другие спорят о том, насколько эти технологии могут повлиять на домашнее хозяйство и традиции. Некоторые ценят возможность автоматизации, считая, что это делает повседневную жизнь менее утомительной. Другие, однако, опасаются, что такие технологии могут лишить людей навыков готовки и убирать за собой. Тем не менее, на фоне растущего интереса к автоматизации в домах, все больше производителей инвестируют в разработки и новые решения. Кухня будущего с уже имеющимися модульными системами обещает не только улучшить качество жизни, но и изменить подход к домашнему хозяйству. Инновационные решения уже доступны, а пользователи с нетерпением ожидают, что будет следующим шагом в эволюции кухни.
Внезапно на ярмарке технологий для дома демонстрация кухни будущего прервалась, когда модуль уборки вышел из строя. Система зависла, и на экране появилось сообщение об ошибке. В зале воцарилось молчание. Участники выставки начали обмениваться тревожными взглядами. Разработчики системы поспешили к устройству, начав его перезагрузку. В это время некоторые участники воспользовались моментом, чтобы задать вопросы о возможных недостатках системы. Один из журналистов указал на ограничения роботов-уборщиков, которые могут не справляться с определенными загрязнениями. Разработчик ответил, что система постоянно обучается и адаптируется, однако это не успокоило публику. Пока команда пыталась восстановить работу модуля, другие демонстрационные кухни продолжали показывать свои функции. В одной из них устройство для готовки быстро нарезало овощи и обжаривало мясо, а отдельный модуль подготавливал соус. Интерес зрителей возобновился, и обсуждения о будущем технологии активизировались. Один из владельцев подобной системы, присутствовавший на выставке, поделился своим опытом. Он рассказал, что скрытые устройства действительно обеспечивают удобство, но иногда возникают проблемы. Работы-уборщики не всегда справлялись с загрязнениями, оставшимися от готовки. Это требовало его вмешательства и вызывало раздражение. В зале звучали одобрительные кивки, и участники начали задавать вопросы о реальной надежности технологий. Разработчики завершили перезагрузку системы. Один из них с облегчением запустил модуль уборки, который на этот раз сработал без сбоев. Устройство бесшумно перемещалось по кухне, собирая крошки и чистя полы. Однако внезапно оно врезалось в стену, издав пронзительный звук. В зале снова раздались шепоты, и напряжение нарастало. Вопросы о надежности этих устройств становились все более актуальными. Многие зрители начали осознавать риски, связанные с полным доверием к технологиям. Даже простые задачи, такие как уборка, вызывали стресс. Обсуждение о будущем кухонь и их влиянии на домашние дела обострилось. Участники ярмарки активно обсуждали, как скрытые устройства могут изменить повседневную жизнь. Одни подчеркивали удобство, другие — сомнения в надежности и риск зависимости от технологий. Обсуждение стало энергичным, и каждый участник высказывал свое мнение о том, как дальнейшие технологии будут внедряться в их дома. Некоторые продолжали защищать автоматизацию, другие же начинали осознавать, что традиционные навыки могут оставаться актуальными даже в будущем. Ситуация на ярмарке накалялась, когда разработчики представили новую функцию индивидуальных настроек для пользователей. Один из владельцев кухни с автоматизацией поднял руку и поинтересовался, как система учитывает предпочтения разных членов семьи. Разработчик объяснил, что каждый пользователь может создать свой профиль, содержащий данные о любимых блюдах, аллергиях и расписании. Это позволило бы системе заранее готовить обеды, учитывая индивидуальные предпочтения. Однако не все были удовлетворены этим объяснением. Один из зрителей вспомнил случай, когда его робот-помощник неправильно интерпретировал команду и приготовил блюдо с орехами, на которые у него была аллергия. В зале послышались возмущенные голоса, обсуждение о безопасности технологий перешло в активные споры. Люди начали делиться своими историями о неудачных опытах с автоматизированными устройствами, напоминая о том, как важно иметь контроль над процессами. Тем временем один из разработчиков решил продемонстрировать адаптацию системы под разные профили. Он выбрал случайного участника и попросил его озвучить 3 любимых блюда. На экране мгновенно появилось меню на неделю, однако разработчик, запустив процесс, столкнулся с сообщением о нехватке ингредиентов. Это вызвало новый всплеск недовольства. Участники начали с подозрением смотреть на систему, и вопросы о надежности технологий вновь стали актуальными. Разработчик попытался успокоить толпу, объяснив, что система может автоматически заказывать недостающие продукты, но для этого требуется подключение к интернет-магазину. Один из участников заметил, что зависимость от внешних поставок может стать серьезной проблемой, если доставка задержится. Владелец кухни снова вмешался, заявив, что его система иногда неправильно оценивает запасы и заказывает лишние продукты, что ведет к неудобствам и лишним расходам. Обсуждения стали более активными. Участники начали делиться опасениями о потенциальных финансовых потерях и зависимости от технологий. Некоторые утверждали, что даже при индивидуальных настройках автоматизация могла бы привести к потере контроля над питанием и расходами. Атмосфера в зале накалялась, когда стало очевидно, что не все участники готовы доверять системе, основанной на алгоритмах. Разработчики, ощущая нарастающее недовольство, решили провести еще одну демонстрацию. На этот раз они выбрали семью, которая уже пользовалась подобной системой. Семья согласилась поделиться своим опытом, однако в момент, когда они начали говорить о своих впечатлениях, раздался звук уведомления. Один из членов семьи получил сообщение о том, что система автоматически заказала новую партию продуктов без их согласия. Участники зала переглянулись, полные недоумения, в то время как напряжение нарастало. Вопросы о том, насколько разумно позволять технологиям контролировать запасы и расходы, становились все более актуальными. Эта ситуация обострила конфликт. Участники начали задаваться вопросом, насколько индивидуальные настройки действительно полезны, если они могут привести к неожиданным последствиям. В зале разгорелись новые споры, и недовольство продолжало расти.
Разговоры в зале достигли своего пика, когда один из разработчиков поднялся на сцену, чтобы представить последние данные о эффективности автоматизированных кухонь. Он начал с того, что за последние 6 месяцев в домах, где были установлены системы, время, затрачиваемое на готовку и уборку, сократилось на 50%. Это заявление вызвало бурные обсуждения. Многие участники хотели знать, как это возможно, если система иногда неправильно интерпретировала команды и заказывала лишние продукты. Среди зрителей был один человек, который, казалось, знал больше, чем остальные. Он встал и, указав на экран, на котором отображались данные, произнес: «Но как эти цифры могут быть правдой, если мы сами видим сбои в работе системы?» Его голос был полон уверенности, и аудитория замерла, ожидая реакции разработчиков. Разработчик, чувствуя нарастающее напряжение, попытался ответить. Он объяснил, что в большинстве случаев проблемы были связаны с недостаточной настройкой профилей пользователей и что система постоянно обучается, чтобы лучше учитывать предпочтения. Однако этот ответ не успокоил толпу. В этот момент один из владельцев автоматизированной кухни встал и начал делиться своим опытом. Он рассказал, что несмотря на все первоначальные проблемы, его семья смогла значительно сократить время на готовку. Например, вместо обычных 2 часов на приготовление сложного ужина, теперь они тратили всего 30 минут. Он описал, как система готовила лазанью, автоматически подготавливая соусы и запекая их. В его доме они смогли использовать это время для общения и семейных увлечений. Однако, когда он продолжил, все внимание переключилось на его проблему. «Но, к сожалению, система иногда не может справиться с определенными блюдами», — сказал он. «Недавно я пытался сделать ризотто, и в результате неправильных настроек оно превратилось в кашу. Этот случай вызвал волну обсуждений в зале. Люди начали задавать вопросы о реальной эффективности системы. В это время на экране появилось новое сообщение. Разработчик сообщил, что система может автоматически отслеживать не только запасы, но и потребление электроэнергии, что позволяет экономить деньги на счетах. Он сообщил, что пользователи, установившие систему, экономили до 30% на коммунальных платежах. Это заявление вновь подняло уровень доверия к технологиям, но некоторые остались скептически настроенными. Ситуация накалялась, когда один из участников решил проверить систему на практике. Он встал и задал прямой вопрос: можем ли мы протестировать устройство прямо здесь, чтобы понять, действительно ли оно эффективно? Разработчики обменялись взглядами, и один из них, немного колеблясь, согласился. В зале появилась возможность для живой демонстрации. Участник озвучил свои предпочтения, и система начала готовить. Люди с интересом наблюдали за процессом. Через несколько минут на экране высветилось сообщение о завершении. Вскоре аромат свежеприготовленного блюда наполнил зал. Когда разработчики открыли контейнер, чтобы показать результат, публика опустил взгляд. Блюдо выглядело впечатляюще, но в момент, когда участник попробовал его, он произнес: «Это не те вкусы, которые я ожидал». На этот раз не раздалось ни аплодисментов, только шепоты. Атмосфера накалилась до предела, и участники начали задавать все больше вопросов о надежности и реальной эффективности системы. В этот момент стало ясно, что не все готовы принять автоматизацию как панацею для домашнего хозяйства. Конфликт достиг своей кульминации, и у всех в зале возникли сомнения о будущем таких технологий как на кухне, так и в повседневной жизни. В зале воцарилась тишина, когда участники начали осмысливать произошедшие события. Разработчики, осознавая неудачу демонстрации, начали быстро обсуждать, как улучшить систему. Один из них вышел на сцену и сообщил о планах провести дополнительные тестирования и доработки, чтобы система соответствовала реальным потребностям пользователей. В этот момент один из зрителей встал и произнес, что, несмотря на недостатки, технологии имеют огромный потенциал. «Это только начало. Системы будут обучаться и адаптироваться», — сказал он. Этот комментарий вызвал смешанную реакцию. Некоторые участники кивали, другие оставались скептичными. Разработчики объявили о запуске программы обратной связи для пользователей, позволяя каждому оставить свои отзывы о системе. Они обещали учитывать мнение реальных пользователей при обновлениях. Однако владелец автоматизированной кухни вновь вмешался. Он подчеркнул важность контроля и заметил, что пользователи не должны терять связь с процессами в своих домах. Если мы полностью полагаемся на технологии, мы рискуем потерять навыки, которые были важны в течение поколений», — добавил он. Дискуссия о будущем кухонь усилилась. Одни участники подчеркивали, что автоматизация может освободить время для более значимых вещей, таких как общение с семьей. Другие указывали на риск потери контроля. В конце концов, участники пришли к выводу, что баланс между технологиями и традициями важен. Они согласились использовать автоматизацию как инструмент, а не замену. Когда демонстрация подошла к концу, разработчики выразили надежду на то, что будущие технологии станут более надежными и безопасными. Они пригласили участников следить за изменениями и участвовать в обсуждениях.
Это стало основой для нового подхода к разработке технологий, ориентированного на реальные потребности пользователей. Ну что, друзья, как вам идея использовать технологии, чтобы не потерять навыки готовки? Если вам нравится наше исследование удивительных изобретений, не забудьте подписаться, ведь ваши лайки и донаты, ссылка в описании или QR-код на экране помогут нам создать еще больше крутого контента. Кто знает, может, следующее видео будет о том, как автоматизированная кухня сама делает завтрак. После мероприятия участники начали обмениваться впечатлениями. Многие осознали, что они стали не просто зрителями, а активными участниками процесса. Их мнения и свидетельства будут учтены. Некоторые начали обсуждать, как они могут изменить свои кухни, используя полученные знания. С каждым шагом к автоматизации оставался вопрос, как эти новые технологии повлияют на жизнь. Ответы на этот вопрос будут найдены постепенно, когда пользователи начнут объединять традиции и инновации. Ясно одно, кухни будущего могут стать не только высокотехнологичными, но и местом, где сохраняются семейные ценности и общение. С технологическим прогрессом приходит ответственность, и этот урок станет основополагающим для всех участников.